Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня я вам хочу предложить такую закуску, которая разлетается на праздничном столе в первую очередь. Мы ее готовим всегда на праздник. Представьте, это блины со вкусной грибной начинкой под сыром. Это так вкусно. И самое главное, что готовится очень просто. Вот что мне понадобится для этого рецепта. Для теста на блины мне понадобится мука, молоко, соль, сахар, подсолнечное масло и яйца. А для начинки я буду использовать обычные грибы, шампиньоны, лук, майонез, сливочное масло, сыр, соль и черный перец. Вот и все. Минимум продуктов и такая великолепная закуска у вас на столе. В первую очередь займусь тестом на блины. Яйца, соль и сахар. Нужно хорошо взболтать венчиком. Все продукты должны быть комнатной температуры. Добавлять в яйца буду молоко поэтапно. На 3-4 раза разделю. Немного размешаю. И муку желательно просеять. Также буду добавлять поэтапно. Мне главное добиться, чтобы не было комков. Опять немного муки. Пока густое тесто, комки очень хорошо расходятся. Поэтому сначала поэтапно добавлю муку. После этого буду постепенно вливать молоко. Ну, если вы увидите, что тесто у вас становится достаточно густое, можно немного разбавить молочком. Видите, тесто густое становится, поэтому добавлю молока. Теперь опять поэтапно буду добавлять муку. Теперь добавляю половину второго стакана. Опять немного размешаю. Вливаю теперь до конца все молоко. Видите, тесто у вас должно получиться жидкое. Самое время добавить 2 столовые ложки подсолнечного масла. Немного размешаю и даю тесту настояться минут 25-30. Видите, великолепное тесто без единого комочка. Ну что, идеальное тесто для блинов готово. Отставляю в сторону на 25-30 минут, а тем временем займусь начинкой. Грибы-шампиньоны нарежу мелко. Как добиться вкусной грибной начинки? Нужно сперва грибы обжарить на раскаленной сухой сковородке до испарения жидкости. Ни в коем случае не обжаривайте их сначала на подсолнечном масле. В грибах очень много жидкости, она должна просто испариться, чтобы грибы у вас были не водянистые.
И тогда они будут даже похожи немного на лесные. Посмотрите, не прошло даже минуты, и сколько появилось жидкости. Эта жидкость просто не нужна грибам. Пусть испаряется. Конечно, очень вкусно. Грибы обжарить вместе с луком. Лук нужно мелко нарезать. После того, как испарилась жидкость, самое время добавить кусочек сливочного масла. Добавлю нарезанный репчатый лук. А также посолю и поперчу. Уменьшаю огонь до среднего и теперь буду обжаривать до прозрачности лука, и чтобы грибы немножко подрумянились. Грибочки слегка подрумянились, а лук стал прозрачным. Аромат от грибов на кухне стоит великолепный. Убираю с огня, пусть немного остынут. Тесто постояло 30 минут. Теперь оно готово для жарки. Его нужно слегка размешать, а сковородку поставить на огонь, на средний. Самое главное, не жарьте блины на самом большом огне, чтобы они у вас не подгорели. Начинаю жарить блины. После того, как блинчик, видите, по краям начал немного румяниться, теперь просто беру его и переворачиваю. Идеальный блинчик. Аромат от блинов стоит классно, потому что было сделано правильно тесто. Посмотрите, блины не рвутся, упругие и приятные на вид. Блин подрумянился и с другой стороны, выкладываю на доску. И продолжаю дальше жарить блины, пока не закончится тесто. Опять блинчик начал румяниться. Немного его поддеваю и переворачиваю. С литра молока у меня получилось такое количество блинов. Можно накормить всю семью. Ну что, приступаю, начинаю заворачивать начинку в блины. Вкусный сыр натру на мелкой терке. Сыр мне понадобится и в начинку, и также я посыплю сверху блины, чтобы получилась румяная сырная корочка. Это будет очень вкусно. Грибная начинка у меня полностью остыла. Меньшую половину сыра добавляю к грибам. И немного просто размешаю. Заворачиваю блины. Румяной стороной у вас должна остаться сверху. Теперь выкладываю буквально столовую ложку начинки. И плотненько заворачиваю блинчики. И теперь блины выкладываю на противень, который застелил пергаментной бумагой. И продолжаю дальше, пока не заполню весь противень и пока не закончатся все блины. Старайтесь блины укладывать плотно друг к другу на противень. Чем больше таких вкусных блинов, тем лучше. Теперь нужно взять майонез, либо густую сметану и смазать блинчики сверху, чтобы хорошо прилип сыр. Теперь блины засыпаю сыром.
Осталось запечь эту вкуснейшую закуску из блинов в духовке. Духовку я разогрел предварительно до 180 градусов. Отправляю, чтобы сыр расплавился и даже немного подрумянился. Блины у меня провели в разогретой духовке 180 градусов 15 минут. Они у вас должны хорошо подрумяниться, стать даже немного хрустящими. Вы представьте такие блинчики подать на новогодний стол, либо на другой какой-то праздник. Такая закуска просто разлетится на столе. Ну что, пришло время попробовать эти вкусные блины. Можно их есть просто даже руками. Какая вкуснятина. Вам непременно стоит попробовать и приготовить эти закусочные блинчики. Приготовьте их на ужин, либо на праздничный стол. Это очень вкусно. Вы об этом не пожалеете. И напишите комментарий, как получилось. Вкусно. Пока.